Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Знаете, что вас сегодня ждет? Очень необычная сборка. Но я думаю, по превьюшке вы и так все прекрасно поймете, но все же я это скажу. Я ждал этого комментария 1000 лет. Ждал, пока мне напишут его. Короче, сегодня у нас будет инсектоиды. Самая метовая сборка, которая от скилла не зависит, от рандома зависит, но... Очень простая сборка, на ней поднимать рейтинг только будь здоров, только вот так вот в путь летишь и все, и поднимаешь эту сборку. Ну, ребят, перед тем, как мы сейчас погрузимся в этот ролик, давайте так. С вас лайк, комментарий, подписка, кто не подписан, потому что, ну, что-то застопорились подписки. Я хочу 3000 подписчиков все-таки достичь, осталось совершенно немного, ну, серьезно. Прям, ну, вот чуть-чуть осталось. Что, мы не сможем добить? А мы не сможем добить, если лайки не будут ставиться и комментарии, соответственно. Ну и на телеграм-канал мы тоже подпишитесь, потому что сегодня я планирую запустить стрим, а во сколько он будет, напишу в своем телеграм-канале, потому что, ну, у меня есть некие проблемы. Вот, отключают свет, все такое. Поэтому я могу не точно запустить стрим по времени, а напишу я, когда запущу стрим. Вот. И почему я хочу записать инсектоидов? Ну, я просто ждал 1000 лет этого комментария, и на самом деле мне немножечко надоело терпеть от инсектоидов, от шаманов, от эльфов, и я просто хочу вот кайфануть, скажем так, от этой очень скилловой сборки. Сборка от себя требует одного IQ, больше не требует. Побеждать они очень легко, если мне еще и придут нужные герои, если еще и придет сейчас мать насекомая, то забейте, там будет просто разрыв тоталити. Вот, по поводу легендарок. Ну, легендарки вроде бы комфортные, а вроде некомфортные. Но тут 6 богов есть. В принципе, инсектоидов очень жестко выносят 6 богов. Особенно если тут будет еще и тайт, там просто вечный стан. Короче, я думаю, будет интересная катка. Но я уверен, знаете, я вот сейчас, смотрите, вангую. В катке останется эльфы, инсектоиды. Кстати, мать насекомое пришло. Кто же еще такого-то останется? Шаманы, я думаю, 100% будут собираться, но я не уверен, что соберутся, ну, останутся шаманы. Хотя есть вероятность, что они в действительности, эти шаманчики, останутся и будут еще в лейт-стадии, причем жесткой. Вот. Так, эти предметы хочу я или не хочу? Ну, возьму вот этот. В общем, у нас будет керри-антимаг. Если здесь в этой игре появится эмпреска, то, соответственно, мы сделаем керри-эмпреску. Тут уже цвету нашли. И что я еще хотел так вот сказать. У меня вот, знаете, куча мыслей в голове, которые я хочу вам озвучить. Одна из мыслей это то, что я сейчас на лустрик становлюсь, потому что мне нужно максимально быстро выйти в 40 монет. Мне нужно максимально быстро поднимать уровень. И если упадет аптечка, то я, соответственно, рисковый парень. Буду идти в 10 уровень максимально быстро, соответственно, ролить себе дубликаты. И играть через дубликаты. То есть я хочу поиграть через цвет, которые будут прыгать на лицо. Просто так комфортно припаркуются на вашем лице. В общем, хочу на них поиграть. Если получится. Если, конечно, дадут. Потому что бог рандома это такая тема. Ну, я думаю, вы сами прекрасно знаете, что бог рандома любит удивлять. Я пытался всю неделю записать нежить. У меня были даже некоторые почти идеальные игры. Что вы думаете, зашел ли я хотя бы в топ-3? Вот чисто я сажусь, пытаюсь записывать контент, вижу, у меня упал свиток, я такой, опа, все, нежить, погнали, глаза кровью налились и поехали эту нежить собирать. Так по итогу, выше, чем топ-4 я очень редко поднимался, отлетал в топ-3, потому что там были метовые инсектоиды и метовые шаманы. Напомню, что когда шаманы перевоплощаются, они скидывают с себя дебаф нежити. И так же самое это касается инсектоидов. Их перерожденные существа тоже скидывают с себя дебаф нежити. И все. И финита ля комедия. Также это касается эльфов. Эльфов вообще, ну, я не знаю, эльфы на самом деле такие перебафанные что-то. Они еще что-то эту нежить убрали. Я знал, что эльфов перебафывают, потому что нежить убрали. Очень много героев из 3-го тира пропало, и все собирают, соответственно, этих эльфов, просто что не в себя. А тут еще есть и темпларка, поэтому я более чем уверен, что здесь нежить соберется. Тут как бы гадалки не ходи, нежить 100% будет. Ой, нежить, эльфы. У меня уже нежить головного мозга, понимаете? Я всю неделю пытался их записать, по 2-3 трая пробовал, такой думаю, да фу, все, забей, не хочу пробовать, вот. Может, на стриме получится, если чисто, ну, получится. Короче.
Не получается нежить записать. Вот хоть ты тресни, не получается. Потому что сейчас инсеков. Вот смотрите, сейчас у меня это первая попытка сыграть на инсектоидах. И я более чем уверен, что она будет хорошей. Даже прекрасно. Вот запомните мои сейчас слова. Просто запомните. Если что-то в конце прокомментируйте меня. Процитируйте. Не прокомментируйте, а процитируйте. Еще будет идеально, если мне упадет нужная реликвия. Я уже вот в 40 монет себе чилю на 7-м раунде. Вот, какие мне нужны фигуры? Ну, естественно, это цветки, чтобы прыгать на лицо, присаживаться, так сказать, сядет на лицо. Потому что она, да, ее понерфили, урона в 2 раза меньше, грубо говоря, стало, там вместо 400 стало 250, и это на самом деле критично, и это заметно все-таки. Но все-таки мы берем цвет не из-за того, что они прыгают на лицо, это одно из, знаешь, это такой приятный бонус. А мы их берем чисто для того, чтобы у нас была куча дубликатов. И я очень надеюсь, что у меня получится... Так, это мы все скипаем, но не надо. Что получится вам показать эти дубликаты. Какие дубликаты нам нужны? Но на самом деле все просто. Нам нужен нюк, нам нужны думы, нам нужны кунки, 2 антимага. Можно, если там будет, конечно, у вражеского, у моего противника будет эльфы, то, скорее всего, мне нужна будет обезьяна, которая будет своей палкой просто по лицу наквашивать, да будь здоров. Но самые критичные фигуры, в первую очередь, это антимаг. Он здесь нужен кровь из носа. Антимаг, ну, антимаг в любой сборке, метовый, просто разваливает, будь здоров. Ну, все вы знаете про антимага, да? Тут как бы, когда, ну, вот смотрите, инсеки идут. Все, ребята, это сам Бог велел, чтобы я сыграл на инсеках. У меня еще такая хорошая экономика, ну, я уже 5-й уровень взял на секундочку. Конечно, хочется баф людей, хочется аптечку священника и просто кайфануть по полной программе. Неплохо будут смотреться под инсеков думы, кунки, инвокеры, варлоки. Берсерк неплохо будет смотреться, потому что скорость атаки приятная, топоры летают, будь здоров. Горный вождь, я думаю, отчасти будет неплохой, особенно если он в 3 звезды вылупится, прям по кайфу будет. Еще на инсеках стало проще играть из-за того, что теперь предмет шапка 1-го тира находится в... Она была во 2-м тире, стала в 1-м тире. Короче, вы меня поняли, да? Шапка в 1-м тире находится теперь. Все. Плюс одна к ценности продажи, это прям то, что доктор прописал. Для инсеков прям то, что надо. Как и для шаманов, так и для инсеков. То есть работает в обе стороны. По кайфу. Если же здесь будет эмпреска, то мы эту эмпреску реализуем на 200%. То есть у нас будет керри эмпреска, у нас будет керри антимаг. Если антимаг будет не вывозить и будет много героев без маны, то есть, да, там всякие эльфы, то, соответственно, мы будем собирать керри эмпреску с нужными предметами. И вот для комфортной игры, как я считаю, необходимо 2 мать насекомых. И вот знаете, я уверен, что у вас есть вопрос, типа, как же работают эти инсеки? Ну, многие задают такой вопрос, как работают инсеки. И, кстати, я очень часто вижу комментарии о том, что куда пропала нежить. Ребят, на моем канале, если что, есть ролик с обзором на глобальное обновление. Худший патч я его назвал. Кто не знает, куда пропала нежить, прошу ознакомиться с этим глобальным патчем. Там все ответы на ваши вопросы. Абсолютно. Плюс еще есть, кстати, гайд на реликвии. Поэтому, кто не смотрел гайд на реликвии, посмотрите. Точняк, я вспомнил, что я забыл вам сказать. Ребята, у меня же 2-й канал есть. 2-й канал без комментариев. Там я, кстати, и нежить реализовал. Поэтому на 2-м канале без моих комментариев, чисто реплей, есть ролик с нежитью. Рекомендую посмотреть. Там я выкладываю катки чуть ли не каждый день. Ну, иногда через день. Но в основном каждый день стараюсь выкладывать катки в 6 часов вечера. Потому что у меня есть некоторые дни, где я могу играть, но не комментировать. То есть, ну, не могу летсплей сделать адекватный. Вот. Спасибо за клевер. Классно. Я, если что, шапку ищу. Мне нужно несколько шапок. Да что ж такое, режим Жигуля активирован. Дико извиняюсь. Импортная машина все-таки, современная. Ой, импортная. Не, ну импорт... Короче, вы меня поняли. На самом деле у меня все хорошо пока что. По хп грустно, но это мы как-то переживем, да? У меня баночки есть, если еще эти баночки меня не подведут и хотя бы, ну, хп 40 восстановят, то вообще по кайфу. А если сейчас еще и аптечка упадет, то вдвойне по кайфу.
Хотелось бы мне, конечно, чтобы баф людей был. Но имеем то, что имеем. Не, ну может сейчас упадет еще один человек. И дальше будем сидеть плюс трики. Будем кайфовать, уровень апать. Обезьяну я не продаю, обезьяна мне необходима. Обезьяна мне это необходимо для того, чтобы... Ну, вместо антимага, если что, пойдет. Он на самом деле этот... Манки Кинг не очень сейчас в инсе как смотрится. Но если он в 3 звезды вылупится, то там вечный стан от его палки. Даже без предметов эта тварь душит, нечего делать. Так, ну что там, что там, что там? Ребята, у меня что, сегодня второй день рождения или что? Какая красота. Сюда, сюда, просто моя любимка. Боже, как я этого ждал, что мне антимаг будет приходить так рано, боже. Я только и вижу у моих противников, как антимаги приходят, а тут мне. Боже, как... Это по кайфу, ребята. Это по кайфу. Я уже говорил 10 тысяч раз и повторяться не буду. Антимаг не имба ни разу. А если сейчас получится мне Мамору заобузить и вытащить его рано в 3 звезды, ну мы это, соответственно, посмотрим. То есть, если он очень туго будет идти, я не буду его держать до 3 звезд, я его тупо в 2 звезды вытащу и все. Все зависит от того, как он будет мне апаться там в этом гнезде. Я, конечно, надеюсь, что мне еще ранее антимаг придет. Я прям свято верю в это, то, что он ко мне придет. Надеюсь, по крайней мере, знаете, там в груди немножко ёкает, там, чтобы, ну, хочется, чтобы пришел. Хочется. Вот. Кстати, эльфы собираются. Вот второе место собираются эльфы. А на первом месте, кстати, собираются древние гоблины, на секундочку, если что. Но у него там 100 такой добротный. Чел сидит 40 монет плюс, 6 уровень, все в 2 звезды. Ну, кайфует, кайфует. 3 аптечки в игре есть. А что еще тут собирается? Ну, инсеки это я. Да, уже 2 из 9. Если что, Мамора у меня без абуза. Ну, я на самом деле не рассчитывал на то, что мне придет антимаг. И не рассчитывал на то, что мне гнездо Маморы упадет. Кстати, чел хочет, походу, играть на жрецах на втором месте. Что необычно, на самом-то деле. Но, как я уже ранее говорил, как же все равно инсекам на этих жрецов. Не, ну не совсем все равно. Есть все-таки некоторые моменты, но вообще плевать, если честно. Нормально будем себя чувствовать. Я сейчас, если что, ставлю себе немного сильнее стол, чтобы у меня... Ну, чтобы мне поменьше просто прилетало. Просто поменьше, и все. Эльфов, кстати, ну вот, мне... Знаете, что не нравится? Что эльфам сделали 1 секунду невидимости, когда срабатывает их уклонение и появляется клон. Ну, иллюзия. Не, это точно каточка на инсеках. Вы посмотрите, как оно идет. Хорош. Мне нравится. И я доволен. Так, это сюда, это сюда. Кайфуем. Надо будет еще шапку найти. И, надеюсь, еще дубликат пойдет. Короче, как работают инсеки. Я об этом хотел рассказать и немножечко отвлекся. Ну так, самую малость, такую чуточку, так, на донышке немножечко. Как работают инсеки? Вот у меня есть 2 червяка. Если умирает один червяк, он отталкивается, соответственно, от второго червяка. И, соответственно, если у вас червяк в 2 звезды, он стоит там, по-моему, 5 монет, то, соответственно, у вас возродится инсектоид, рандомный инсектоид, который по стоимости цене продажи будет 6 монет. То есть у вас есть вероятность, что у вас появится либо змейка снова, хотя это вряд ли. Вам, скорее всего, появится... фигуры там Никс, Бруда, вот что-то такое может появиться. Либо же, соответственно, появится вот в моем случае антимаг, как я его хочу сделать, в 2 звезды. А если мы докинем шапку и тому подобное, то, соответственно, когда этот... Вот, допустим, представим себе ситуацию, что у меня убили змейку, с этой змейки вылупился антимаг в 2 звезды, но у меня есть на столе уже антимаг в 2 звезды, который стоит 6 монет, я ему закинул шапку, и, соответственно, если дубликат, еще один на столе, который есть антимага, то есть не тот, который переродился, а тот, который уже на столе умирает, то, соответственно, он будет отталкиваться от того антимага, в котором находится шапка, если он, конечно, выжил. И, соответственно, он будет уже фигурой, которая стоимости по цене продажи за 7 монет. Тут как бы поняли механику, да? Орк-жрец отлично смотрится в инсектоидах, потому что спам лютейший происходит. То есть, вот мой топ фигур без легендарных. Там от легендарных уже можно будет отталкиваться, как уже вашей душе угодно. Это Doom, Орк-жрец, антимаг, обезьяна, кунка.
Вот мой пул, 5 героев, которые отлично смотрятся под инсеков. То есть тут, я надеюсь, понятно, да? Кстати, если что, то у импресски ж появляется ее дубликат. И вот этот вот дубликат, который не фиолетового цвета, а обычного цвета, он тоже, если что, считается дубликатом импресски. И поэтому, когда умирает, соответственно, этот дубликат импресски, то там может появиться инсектоид. Вот. Прикольная тема. Думаю, тут все понятно, как это работает, да? Если кому что непонятно, напишите в комментариях, я подробно объясню. Но я думаю, сейчас вы увидите все прекрасно, как оно работает. Так, ну антимах у меня что-то вообще плохо идет, если честно. Уже 15 раунд, а у меня-то он 3 из 9 сидит. Если сейчас так и дальше пойдет, то я, соответственно, его вытащу оттуда. Я не буду терпеть. Я не терпила ж. Не терпила. Все, я терпеть не буду такое. Ты шо? Я к нему со всей душой подошел, а он ко мне вот так вот повернулся задом, да? Не-не, мы так не работаем, если что. Оп, шапка сюда. Если что, кстати, шапки не стакаются. Шапка работает одна. Максимальный бонус плюс 2, но шапка работает одна в герое, поэтому 2 шапки не закинуть. Вот. Это я к тому, что если вы закинете камень Киры и закинете шапку, то у вас будет не плюс 3 ценности продажи, а плюс 2. Ну, вдруг кто там наролит камень Киры. Кстати, на самом деле то, что появляется... Вот мне немного непонятно, как все-таки в инсеках работает механика. Почему? Потому что, смотрите, у меня же есть вот, допустим, антимаг, 2 звезды, да, он по цене продажи стоит... А, нет, ну все понятно, все забудьте. Все, забудьте. Забудьте, что я говорил. Сам себя же... Ой-ой-ой, короче. Антимаг же за 6 монет по цене продажи, а будет за 7 монет с шапкой. И, соответственно, с шапкой этой он будет перерождаться инсектоид, дубликат антимага, если умрет, то, соответственно, будет появляться инсектоид уже за 8 монет по цене продажи. Вот. Вот. Думаю, тут понятно, да? То есть антимаг в 2 звезды стоит 6 монет по цене продажи, с шапкой 7 монет. Умирает дубликат антимаг, перерождается инсектоид, который будет по стоимости за 8 монет. Ну и, соответственно, если появится змейка, 3-звездочная, и у вас есть на столе змейка 2-звездочная, либо 1-звездочная, то этот дубликат змейки, который будет умирать, то будет, соответственно, отталкиваться от уже перерожденной 3-звездочной змейки. То есть это важный момент, поэтому учитывайте его. На самом деле здесь такие реликвии сочные. Хочется реликвию яиц, если у меня будет куча антимагов. Я хочу антимага себе в 3 звезды. Но антимаг это база, ну, базовый минимум. Просто с антимагом вы будете чувствовать себя в максимальной безопасности, в максимально комфортных условиях, серьезно. Будете наваливать, дай боже каждому. Болтов на 28 напихаете и в хвост, и в гриву. Кстати, 11 банок, поехали. Сколько хп восстановишь? О, 41 хп. А ну-ка, в комментарии напишите, сколько хп за 11 банок я восстановил. Было 30, стало 71. И сколько одна баночка в среднем восстановила мне? Хотя бы приблизительно. Ну, вкусно, вкусно мне сейчас баночки восстановили. Тут вопросов нет. Ой, да пошел ты в... 3 из 9, 17 раунд. Никто сейчас антимага не купил. Как же ты меня бесишь немножко, вот честное слово. Вот прям чуточку ты меня бесишь. Надо найти бруду, чтобы у меня была баф 4 инсеков. Если что, то цвет понерфили. Теперь, когда они в 3 звезды, они стоят за 6 монет, а не за 7 монет, как было до этого. То есть для инсектоидов это на самом деле увесистый такой нерв. Но с шапку докинули, и у нас цветы будут стоить по 7 монет. Ну, как бы, да. Пока что у меня все неплохо, если честно. Ну, прям вкусно. Я бы, на самом деле, может, попробовать тролльнуть предмет 2 тира, потому что, ну, мне и молнии 2 тира необходимы, потому что это как бы скорость атаки плюс молнии, магический урон. Но, если честно, я хочу найти себе еще одну мать насекомое. То есть, как я уже ранее сказал, 2 мать насекомых — это то, что доктор прописал. Текс, ладно, апаем скорпиончика, пусть будет. Что там, антимаг? 3 из 9. Вот и супчик. Стоит ли на того? Да я думаю, стоит. А если хрень упадет? Ладно, поехали. Рискуем. О,
молнии. Сюда. Риск оправданный, считаю. Кстати, надо будет блинк найти, потому что, видите, здесь какого-то лешего появились охотники. Вообще чудом. Удивительно. А блинк... Ребята, а что это значит? А это значит, что я ставлю себе полных инсеков. Удаляем вот эти вот фигуры бесполезные. В кунку закидываем сейчас предметы. Все, отлично, отлично. Кунка на самом деле это классный перс, потому что если появляется кунка в 3 звезды, корабли там летят, дай боже. Это и сейчас у вас, ну сейчас вот у меня будет. Да и ты задолбал. Пошел ты в баню. Бесишь. Бесишь нереально, если честно. Мне шапка особо-то и не нужна, на самом деле, в инсеках. Ну, именно в антимаге сейчас. Вот так вот расстановку сделаю. Сейчас у меня будет 3 кунки с 3 кораблями. Если собрали кунку в 2 звезды, соответственно, у вас будет 3 корабля в 2 звезды. На самом деле это прикольно, потому что это нюк, это стан. Вот прям комфортик. Полный комфортик. Оп. Винстрик заберу. Сладкий, дай ему винстрик. Дай мне винстрик. Мой? Ах ты ж. Ах ты ж с хаотичным договором сидишь. Падло. Черт. Вы поняли, какой хитрый? С хаотичным договором сидит. С огромным винстриком и с хаотичным договором. Если что, я за ним слежу. Это мой винстрик. Это должен быть мой винстрик. Никто не имеет на него права. А вот я имею. Шапка, кстати, находилась не в змейке. Я, кстати, змейку поставлю, потому что, ну, антимаг мне здесь откровенно не нужен. А у меня сейчас будут и дубликаты от цвета. И, соответственно, есть вероятность, что переродится кунка в 2 звезды. Это все-таки станчик. Это много магического урона. Опа. Так, понял, змейка появилась. Спасибо, вкусно. Так, корабль пошел. Капитан Джек Воробей выпустил свою черную жемчужину. О как. Все реликвии хорошие, но я возьму вот эту вот естественно, коробочку берем. Тут как бы гадалки не... Ух ты, ёп. Вот это мне фартануло. Шанс 1% на то, что мне придут легендарки. Эти легендарки ко мне приходят. Поехали. Показываем скилл. Нец. Так, это тоже перевоплощаем. Так, что делаем? Вот это ставим. Вот это вот передаем. Да, говорю, передаем предметы в антимага. Слышишь меня? Мне, кстати, надо, я как уже сказал ранее, найти блинк первого тира. Кстати, шапку, наверное, лучше все-таки в кунку закинуть. Так, хотя вот так сделаю. Почему? Потому что... Да, на самом деле, мать насекомых можно было бы закинуть. Но есть вероятность все-таки, что у меня попадется антимаг, как-никак. О, блинк. Сюда. Это нам надо. Это вкусно. Все, по кайфу. Сейчас самое главное, чтобы кунки с шапкой не умирали в первую очередь. Надо, чтобы умирали те, кто дубликаты имеет. Вот, кстати, из-за чего я хотел блинк. Имба блинк. Оп, корабль пошел. Оп, еще один корабль пошел. Оп, и антимаг взорвал. Ребята, я 1000 раз говорил и 1000 раз первый повторюсь. Никогда, запомните мои слова, никогда не ставьте кучно героев. Никогда. Запомните, никогда. Будете ставить вот так вот кучно героев, будет происходить вот такая вот тема. Поэтому имейте в виду. Жрец собирается. Вот это вот интересно на самом деле. Вот это я понимаю подгон. Вы это видите?
У меня импреска, ребята. У меня импреска. Обалдеть. А я рок войны скипнул. Ой-ой-ой. Вот это, конечно, обида. Дракон собирается. Ну, помянем дракона сразу. Я уверен, дракону будет весело. Кстати, антимаг 2 звезды появился на секундочку. Как я и сказал, помянем. Помянем этого дракончика. Какой я проказник. Теперь надо в уровень идти. Так, вертолет появился. Нужен ли мне Никс? Боже, кстати, я сглупил. Ну ладно, я, в принципе, в любом случае антимага искал. Короче, почему я сглупил? Потому что у меня же мистический вот этот вот ящик. И надо было оставить вот эти билеты. Может, мне вторая импреска бы упала. Упала бы еще одна импреска, я тупо ее через яйцо апнул. Это было бы по кайфу. Так, здесь эльф собирается. Стандартный эльф. И я даже не удивлен. Надо будет МКБ искать по-любому. Будем керить антимага, и надо будет искать МКБ. Без МКБ против эльфа будет очень тяжело играть. Видите? Тупо наспамил. А антимаг против эльфа очень плохо работает, потому что он не попадает по нему. И если вот так вот пеньки спамит, то там забей. Невозможно. Еще антимаг сейчас пропадет. Да. Печалька. Ладно, ничего страшного. Вообще мне надо... Мне надо найти предмет второго тира, но мне на самом деле надо вот эти вот все предметы скипнуть. И может быть мне упадет там рок войны. Мне этот рок войны нужен под мою импреску. И я дальше в уровень иду. Мне нужен 9. Серьезно? А что, так можно было? Обалдеть. У меня аж горло в моменте запершило. Обалдеть. Ладно, скипаем предметы. Блин, ну шапку хочется еще одну взять. Я возьму, наверное, еще одну шапку. Надо вот еще одну шапку брать. Надо. Берем. Пригодится эта шапка. Обалдеть, боже, мне с мистического сундука упала еще одна импресска. Вы понимаете, насколько это скилл? Я 2 импрессок с этой коробки достал. Да это скилл, ребята. Ну, тут как бы гадалки не ходи, ну скиллуху Санечка сегодня подкачал. И вот как не играть на инсеках, а? Говёная синергия, для которой нужен всего лишь 1 IQ. Всю. Ну, 3 шапки, я думаю, мне будет достаточно. Я буду рандомить уже. Ну да, мне нужно находить рок войны. Сейчас блинк нашел. Плевать, на самом деле, на этот блинк. В кунку, кстати, закину, если что. Предмет, чтобы они всей толпой прыгали в один угол и просто там так наваливали движ. Сейчас посмотрим, что у меня еще за предметы упадут. Мне, на самом деле, знаете, что бы хотелось? Мне бы, наверное, хотелось найти предмет, который отключает синергию. Это первое, чтобы против эльфов чуть проще стало. Потому что выключить синергию эльфов нормас. Потом какую синергию еще? Точнее, какой еще предмет мне хотелось бы? О, двойные клыки мне нужны. На самом деле, двойные клыки мне не нужны. А вот кристалл на скорость атаки я возьму, пожалуй. Пожалуй, возьму кристалл на скорость атаки. И под антимага будет отлично смотреться. Кстати, если что, у меня появляется 3 импрески с фулл предметами из-за того, что у меня есть... Из-за того, что у меня есть фулл баф цвет. Если бы у меня не было фулл бафа цвет, то, соответственно, у меня бы появлялась 2 импрески, и она и ее способность. А дубликат был бы без предмета. Ух ты, рок войны. Сюда, божечки, какая-то вкусная. О, да.
Так, а чё, если я перекину молнии? Ну, там скорость атаки порежется-то. Короче, игрок войны мне сейчас этот нужен. Кто вдруг не знает, почему я так сейчас пускаю слюнки на этот рок войны, то объясняю. У МПСки это суммон, призывное существо. И это призывное существо со всеми вашими предметами будет бафнуто еще и рогом войны. Плюс еще и длительность продлится, то есть на 60 секунд будет жить. Ну, на секундочку, если что. Если что, то инсека очень легко контрить. Ну, отчасти, да. Все, что вам нужно, это хороший керри, эльфы и двойные клыки, чтобы прям вообще комфортик было. Но если там будут гигантские, как я сейчас инсек, то забей. Единственное, что ты сможешь сделать, это посмотреть на него, попускать слюнки и отлететь быстренько. Но тут эльф, кстати, такой, кучерявый немного. Вот эта вот невидимость, она меня очень бесит. Типа, из-за того, что... Ну, кстати, инвокера. Хочу инвокера. Ну, антимаг в 3 звезды чисто появился на сдачу. Нормально, нормально. 2 антимага. У-у-у. Чисто кайф. Кстати, а чел потерял свой винстрик против жреца. Мерзость. Вот какая мерзость, а? Винстрик он потерял. Это мой винстрик вообще-то был, алё. Негодяй. Так, Тайт. Ну, Тайт мне на самом деле не нужен. Да и Некр мне особо тоже не нужен. Я сейчас буду, если что, на 9-м ролиться, мне нужно найти 2 инвокеров желательно. Хочу 2 инвокеров. И мне надо будет МКБ найти. По-любому надо будет найти. Так, хан раскрыт. Ну, куплю на всякий случай. Яйцо пока что тратить не буду, подождем. Сейчас на 9-м тупо буду ролиться. Тут сейчас еще и на 30-м, возможно, мне упадет реликвия яиц. Я бы на самом деле хотел, чтобы мне упала эта реликвия. Но там посмотрим, что мне упадет. Что бог рандома даст, на том и будем играть. Инсеки, кстати, это те черти, которые вот тупо на темпе. На темпе, очень лютом темпе. Они вам просто не дадут потом раскачаться, если вы не супер скилловый. В плане того, что вам не приходят те фигуры, которые вам нужны. И вот так вот по минус 22 вам будут наносить. Но это еще маловато. Я как-то в одном из своих роликов нанес чуваку минус 71. Чел там кайфанул по полной программе. Я, кстати, блинк уберу. Блинк мне не нужен. Шапка есть, шапки нет. Держи шапку. Держи шапку-ушанку, чтобы у тебя уши не мерзли. Все, дальше идем улучшаться. Антимаг, хорошо. И вот так вот делаем, чтобы красиво было. Блинк, блинк, блинк. Кому блинк? Ну, пусть в импреске будет блинк, пусть прыгает. Так, ну жреца не боюсь, а эльфа боюсь. Почему я говорю за инвокера? Вот на самом деле мне нужно будет найти еще одну мать насекомое и закинуть его в инвокера. Почему так? Потому что закинув инвокера, я уже 1000 раз говорил, инвокер сейчас очень классный персонаж. Прям слюнки текут от такого инвокера. Он призывает, обезоруживает, наносит кучу урона, там прям по кайфу. Ну, кайфовый герой. Еще и рок войны в него закину, чтобы когда он форжей спамил, то, соответственно, минус броню накидывал. Каждая тычка форжей это минус 5 брони на секундочку. Поэтому нам будет надо сейчас поискать еще рок войны. Так, по кайфу. Давай, взрывай антимаг. Бэм! Так, станчик от кунки пришел. О, так сейчас чел вылетел. Минус 33, сюда. Минус броня, кстати. Возьмем. Че, надо искать мать насекомое. Понял, не надо. Понял, не надо. А вот еще, кстати, предметы выпали. Так, это уберем. Сюда. Понял. Принял. Но мать насекомое надо найти. Вот этот предмет убираем. Шапка на самом деле мне особо и не нужна. Вот так вот сделаем. Все, 0,4 скорость атаки. Сейчас на 100% это еще умножится с рогом войны. Мне нравится. Хорошее усиление. Если еще и цвет соберу 2 штуки в 3 звезды, так это вообще будет по кайфу. Чисто так, на сдачу.
Чтоб прыгали на лицо. Вон, смотрите, как иллюзия. Ничего себе. А, нормально, там мортретка меня снесла. Ля, там мортретка как снесла меня. Прикиньте, он меня походу вынес. А, у него кираса, у него очень много брони. А я-то думаю, почему я его не снес. Не, ну без МКБ мне тут делать нечего. Мне нужна МКБ. Антимаг. Сейчас 30 раунд, пожалуйста, пусть мне реликвия яиц упадет. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Мне нужна реликвия яиц. Очень нужна. И надо еще одно мать насекомое искать. Хотя не, надо МКБ искать. В первую очередь ищем МКБ. Да? Да. Хорошие предметы, но нет. Ну... Да, возьму вот так сделаю. Плюс хпшка все-таки будет у меня в МПСке. Все-таки всякий контроль с себя скинуть. Не, там очень плотная мортретка. Типа я ее не пробиваю из-за этого. Из-за того, что у него кираса, у него щит 3-го тира. Урона не хватает с руки. Но я ее тупо не попадаю. Мало ли того, что не попадаю, так у меня еще и урона не хватает для того, чтобы ее пробить. Поэтому мне нужно будет найти, во-первых, МКБ в первую очередь, а потом мне нужно будет найти перчатку 5-го тира. Желательно. Все хрень. Прикиньте. Ладно. Не прикиньте. Ух ты, еще и 2 бруды. Такой подгон мне нравится. Так. Антимаг сюда. Чисто вот так вот делаем красивую девочку на антимаге. Шикарнейшую, я считаю, девочку на антимаге. Так, шапку. Подожди, шапка. Шапка тебе не нужна. Так, это мы убираем. Это мы ставим. Это мы сюда ставим. Сейчас только маску берсерка надо отдать обратно. Так, это сюда. Это сюда. Это сюда. Хотя, подожди, а зачем мне шапка? Там... Мне, кстати, наверное, мать насекомое стоит передать в кунку. У меня же антимаг не должен появляться. Не, ну вообще должен антимаг появляться. Но сейчас посмотрим. У меня сейчас не вылупляется никто из змейки, никто из бруда не вылупляется. Но мне нужно будет найти еще одну мать насекомое для полного комфорта, как я уже сказал. О, чел, 1 миллион магического сопротивления себе сделал, помогает? Не. Антимаг просто слишком не имбовый, понимаете? Каждой тычки взрывать. Не имбовый, не. У него, чтобы вы понимали, шар бездны и плащ-пальто 2-го тира. На секундочку. Но челу помогает. В скобках. Надо будет найти еще одно мать насекомое. Надо. Если что, то, кстати, сумка пандамена не влияет на цену продажи для синергии инсеков. А то постоянно есть такие дискуссии, типа о том, что это влияет, но на самом деле нет. Это, ребят, не влияет, кстати. Значит, тут будет вот так вот. Вот так вот делаем. Ветку закидываем. Я думаю, все-таки стоит маску, точнее маску, мать насекомое, закинуть в кунку. Хотя у меня антимаг тогда не будет появляться. Антимаг все-таки важный герой. Так, кто вдруг не знает, почему я так сейчас захожу к нему на стол, я проверяю, чтобы он не переставил своего тайда. И вот тайд сейчас будет появляться прямо напротив меня. Потому что зеркально отражается. Но эльф это проблема. Без МКБ я ничего эльфу не сделаю. Инвокер, отлично. Сделаю, если, соответственно, будут приходить мне инвокеры дальше. Мне нужен инвокер. Парочку инвокеров, мать насекомое туда закинул и кайфуешь. Вот как антимага контрит, ребят? Вот так. Куча героев без маны и все. И забей. Еще иллюзии появляются, если что, без маны. Разработчики, знаете, каким-то образом услышали свое комьюнити и сделали так, что когда эльфы дают иллюзию, иллюзия без маны. Раньше антимаг фармил эльфов, будь здоров, чисто из-за того, что появлялись иллюзии с маной. Сейчас иллюзии появляются без маны. Я, кстати, его не пробил, потому что у него миллиард брони.
И меня вот бесит то, что он уходит в невидимость на 1 секунду. И у тебя антимаг, ну, ну не антимаг, а все герои, по сути, переключаются на другую цель. Это так бесит. Ну ничего, ничего, сейчас я МКБ найду, я ему приколюшку закину. Надо мать насекомые искать. Понимаете, у меня сейчас выбор стоит. Либо я буду искать себе МКБ, либо мать насекомое. Хоть сейчас будет и 35-й раунд, но мне очень нужно МКБ. Позарез. Я держу кулачки, что мне сейчас придет МКБ. Чтобы я это эльфа просто разорвал. В легкую. Я еще все предметы закину в импресску, забей. Режим Жигуля. Так, ну что там? А ну-ка. Сейчас вынесу его. Капитан Джек Воробей справляется, ничего делать. Хорош. Да, я его вынес. Бруда накинула свои уклонения в мартретку, она просто чилит стоит. Еще миллиард кораблей накинулась сверху. Жалко эта картинка. По картинке минус 34 прописал. Жалко, очень жалко. А он мою картинку, кстати, вынес на секундочку. Я не смог, а он смог. Сильный парень. Я, короче, закину в кунку сейчас мать насекомое. Я считаю, что это будет намного профитнее, нежели будет находиться это у меня. В антимаге. Все-таки, когда кунка в 3 звезды будет появляться, там и корабль будет больше дамажить. Хоть мартретка имеет 50% шанс уклонения от способности, но все равно это приятно. Там, кстати, чел еще и инвокера находит себя. На самом деле, ну, вот пример явный того, как можно контрить инсектоида. Не всегда это работает, но если бы у него был тот же самый условный антимаг, то, скорее всего, он бы мог меня законтрить. Но у него мартретка, что тоже как бы ничего себе. Ему бы двойные клыки, и он бы горя не знал. О, все, корабли поехали. Пожалуйста, на минус много, как в прошлый раз. На минус 34 хочу. Кунка в 3 звезды появился. Вы видите, сколько времени трачу на то, чтобы убить иллюзию? Жесть. У меня уже кунка один пропал. Успеешь? Ой, не успел корабль 3-го уровня закинуть. Вот, он тупо переживает меня. Но на самом деле это из-за того, что у него хорошие предметы. Если бы у него не было таких предметов, он бы меня не пережил. У него бы тупо не хватило жизни. Я ему очень бы много снес. Ему бы ничего не помогло. Он тупо из-за этого живет. Ну и что, сейчас МКБ найду. Мы с ним пообщаемся. Так сказать, тет-а-тет. Я еще сейчас, походу, на сдачу соберу цветку маленькую. Кунка идет, кста. Блин, ну надо искать. Хочешь, не хочешь, Санечка, но будь добрый, щемать насекомое. Хотя МКБ надо. Я не буду спешить с выбором. Пока что не буду спешить с выбором. Но мать насекомое мне очень нужно. Чтобы у меня было плюс еще один дубликат, с которого появляются инсектоиды. То есть я вот просто продам червяка. Вместо червяка поставлю инвокера и тоже, ну, может быть, бруду еще одну поставлю. Не знаю, посмотрим. Либо скорпиона поставлю. Короче, я посмотрю, кого поставить. Пожалуйста, МКБ. Дай МКБ, молю. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Еще и импресска идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Дядя, что ты сейчас будешь творить? Все, вот эти вот лишние предметы убираем. Вот это вот мы... Я говорю, вот это вот мы закидываем. Палку тебе закидываем, потому что уже скорость атаки никак не повышается от палки. Поэтому палку мы туда закинем. А БКБ. БКБ мне надо? Ну, на самом деле, БКБ мне не надо. Шапка, шапка. Вот так вот сделаю. Шапка мне особо не нужна, потому что в любом случае будет появляться фиолка. Фиолетовая фигура. Поехали. Все, забей. Это забей. Это тупо забей.
Змейка еще одна змейка идет. Мне пока некуда как бы ставить эту змейку. Нужна мне она вообще или нет? Бруда. Нет, змейка хорошо идет. Но не особо хочется ее ставить. Все, кунка есть у меня в 3 звезды. Отлично. Ставим еще одну змейку. Сюда закинем. Надо бы... Ой-ой-ой. Да ты меня балуешь. Вот это убираем, вот это ставим. Шапку туда. Чтоб фиолка немножко дороже стоила. Как же она идет? Как же она идет? Ух, успел. Успел. Смотрите, как разваливаю. Просто все, забейте. У тебя там миллиард уклонения. Смотри, корабль тебе на лицо и поехали. Вот эта вот невидимость бесит. Секунда невидимости. Это секунда живучести, по сути. Сколько минуса? Минус 37. Сюда. Ненавижу эльфов. Но больше всего ненавижу инсеков. Но мне, в принципе, плевать. Я сейчас инсек. Сейчас будет уже конечная игра. Че, ну надо импресску апать. Поехали. И ставим ее сюда. Чтобы вы понимали, сейчас у меня будет появляться 4 импресски. И все они будут иметь этот самый предметы. Так, молнии нет, перчатка. Да, 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 да. Сюда. Ой, ребята, что я творю, боже. Это просто жесть. У меня сейчас будет 4 импрески с фулл предметами. И 2 импрески без фулла без, ну, короче, без полных предметов. Нормас, нормас. Так, мать насекомое закидываем в антимага. Тут шапка есть, тут нет, тут тоже нет. У меня есть еще и инвокер. Есть вероятность, что сейчас будет появляться еще и инвокер. Мы за этим понаблюдаем. Так, да не, все, забейте, это развал. О, инвокер в 2 звезды появился. Ветра. Какая сложная игра на инсеках. По кайфу, чисто по кайфу. Это грязно. Это очень грязно. Вот эти вот метовые инсеки, метовые эльфы. Тупо забей. Ну, кстати, чел необычно сыграл. Он богиню войны кирил. Но я думаю, он бы кирил алхимика, если был бы алхимик в 3 звезды. Хотя, на самом деле, мне кажется, алхимик в 2 звезды был бы получше. Но в любом случае, я и того фармил, поэтому плевать. У меня есть антимаг в 3 звезды, который обожает героев с маной. Ну, это мы и так сами прекрасно знаем, да? Ну, такая вот каточка на инсеках. Очень сложно. Если что, это моя первая игра на инсеках. Это мой первый дубль. И он успешный. Ну, тут прям мне все как по маслу шло. Но суть такова. Для того, чтобы на инсеках играть, вам нужны антимаги, думы, орк-жрец, кунка. То есть, что идет, то мы и берем. Парочку мать насекомых, желательно хотя бы 2, лучше 3, чтобы просто не иметь там всяких змеек, скорпионов бесполезных, а просто на вашем столе, чтобы были дубликаты по виду, по типу орк-жрец. Вот на самом деле орк-жрец самый лютый, наверное, герой в инсеках. Вот антимаг и орк-жрец. Почему? Потому что если появляется орк-жрец, если из него вылупляется трехзвездочный орк-жрец еще сверху, то, соответственно, будут спавниться трехзвездочные фигуры возрождаемости. И вот, чтобы вы понимали, насколько, как это работает. Орк-жрец суммонит трехзвездочную фигуру. Условно, это антимаг, да? У вас на столе есть еще антимаг, который в 2 звезды. Он погибает, из него вылупляется, соответственно, фигура, отталкиваемая от этого антимага трехзвездочного. То есть орк-жрец, когда возрождает фигуру, то инсеки ее считают за дубликат. И дубликат наивысшей ценности. Конечно, из этой возрождаемой фигуры никакого инсека вы не увидите, как бы, да, но просто вдумайтесь на секунду, насколько орк-жрец — это имба. Поэтому орк-жрец мы берем. Когда-то я запишу эту каточку с орком-жрецом. Когда-то. Вот когда-то мои грязные ручонки дойдут до этого. Поэтому, ребят, после инсеков что мы делаем?
Правильно, идем мыть руки, идем мыть глаза, закапываем их, потому что инсеки это грязь. Нельзя на них играть. Никому. Никому нельзя на них играть. Даже мне. Я играю чисто на контент, и когда мне пишут, типа, Санечка, запиши инсеков. И Санечка просто, знаете, раскрывает свою всю душу, крылья и записывает инсеков. В общем, что думаете по поводу этой игры? А я знаю, что вы думаете. Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк, подписаться, если не подписаны. И на мой телеграм-канал тоже подписываемся. Ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.